Порядок сборки детского велосипеда с ручкой Sandex SG BT16. Велосипед поставляется в разобранном виде в небольшой коробке. Каждая деталь надежно упакована в полиэтилен. К коляске прилагается инструкция по сборке, но похоже она от другого велосипеда, и в ней сложно разобраться. Также есть ключи для сборки, правда они не очень удачные, но при отсутствии другого варианта можно работать и ими. Сборку начнем с переднего колеса. Рычаг для подсоединения рулевой тяги должен находиться с левой стороны. Сразу крепим щиток. Длинная часть щитка должна смотреть назад, короткая вперед. Выемку под рулевую тягу также размещаем с левой стороны. Надеваем щиток на вилку и крепим колесо к раме. Проверяем, чтобы нижняя и верхняя чаши плотно сидели на рулевой трубке. Следующий этап – крепление руля. Он шел в собранном виде и был неправильно собран, не той стороной установлен. Вынос руля располагался вовнутрь. Это ввело меня в заблуждение, и я его неверно закрепил. Поэтому забежим вперед и посмотрим, как руль правильно собрать. С помощью шестигранника ослабляем центральный болт на руле. При этом распорный конус должен свободно болтаться. И вставляем руль в рулевую трубку. Вынос руля располагаем спереди. Выравниваем руль и затягиваем центральный болт. Сейчас нужно переставить руль. Для этого ослабляем болт крепления руля, снимаем грипсу и переставляем руль. При этом стараемся сильно не царапать покрытие. Болт поджимаем, выставляем наклон руля. Окончательно зажимаем болт и надеваем грипсу. Займемся установкой родительской ручки. Для начала ослабляем зажим, вытягиваем трубу ручки. После этого затягиваем зажим. Рычаг поворота переднего колеса должен находиться слева. На втулке ручки есть блокиратор, который не позволяет соскочить ручки. При сборке его необходимо повернуть в открытое положение. Проверяем, чтобы отверстия на втулке и ручке совпали, и собираем ручку. С двух сторон сжимаем фиксаторы, надеваем ручку. Следим, чтобы фиксаторы попали в отверстие, и дополнительно фиксируем ручку болтом. С помощью ключа подтягиваем гайки. Переводим блокираторы в верхнее положение. Не забываем подписаться на канал. Устанавливаем задние колеса. По умолчанию на раму установлены декоративные накладки для варианта велосипед, без тормозов. Снимаем старые накладки и устанавливаем с тормозами. Внутри накладок есть выступы.
Надо, чтобы они совпали с выступами на трубе. На колесе есть ребра. Это ребра тормоза. Колесо надо установить таким образом, чтобы ребра смотрели вовнутрь. Меняем накладки с другой стороны. Вставляем ось и крепим колеса. Вначале надеваем шайбу, закручиваем гайку. На гайке с одной стороны есть противопыльная резинка. Закручиваем ее так, чтобы резинка была снаружи колеса. То же самое проделываем с другим колесом. Гайки затягиваем двумя ключами. Резинка при затяжке немного выпирает. Проверяем работу тормоза. Сиденье и спинка пластмассовые. Угол наклона спинки можно выставить в 5 положений. Для того, чтобы не было перекоса спинки, важно следить, чтобы прут попал в одинаковые пазы. Для крепления сиденья на раме есть площадка с вмятинами. На сиденье такая же площадка, только с выступами. Сиденье крепится с помощью болта. Совмещаем обе площадки и стягиваем болтом. Затягиваем достаточно сильно, чтобы шляпка болта была утоплена в барашке. Подставка подножки складывается под рамой. Чтобы ее разложить, надо нажать верхнюю кнопку и разложить подставку. Чтобы сложить, жмем нижнюю кнопку и поднимаем подножку до щелчка. Подставка подножки для более малых детей крепится с помощью болта под шестигранник. Рулевую тягу крепим загнутым концом на переднюю вилку за выступ.
Проверяем, чтобы она не мешала подножкам. Выставляем ровно руль и задний конец тяги вставляем в ось родительской ручки в подходящее отверстие. Закручиваем снизу на тяге гайку и зажимаем ее. Хоть ключи и идут в комплекте, но лучше пользоваться специализированными. Зажимаем все гайки. Вначале внутренние, затем контрагаем их наружными. Проверяем работу ручки и руля. Я обратил внимание, если спинку разложить максимально возможно, то ход ручки при поворотах ограничен. Будьте осторожны, если придется гулять со спящим ребенком. Сзади чехла на сиденье есть резинки. После того, как наденем чехол, соединяем резинки и крепим за выступом спинки. Дуги безопасности должны надеваться на основание сидения, но в моем варианте они заглушены декоративными заглушками. Это велосипедный вариант. Снимаем их. Надеваем дуги, вставляем их в чехол. Дуги между собой соединяются и блокируются кнопкой. После сборки коляски выглядит вот так. Ремни безопасности с мягкими вставками. Их сразу нужно подогнать по длине. Фиксируется удобно и надежно. Проверяем работу спинки. Чтобы закрепить козырек от солнца, нужно трубки вставить в основание сидения.
Козырек регулируется и имеет несколько положений. Родительская ручка регулируется по высоте. Проверяем все соединения. Надежно затягиваем гайки. Сзади на обоих колесах есть тормоз. Легко раскладываются подножки. Производитель предусмотрел установку коляски лицом к родителям. Переставить коляску можно быстро, открутив болт. Теперь малыш сможет видеть своих родителей. Также можно из коляски сделать полноценный трехколесный велосипед. Из запасных частей остались крепление руля, шайбочка, декоративная заглушка на раму. Ее ставят, когда коляску переделывают в велосипед и снимают родительскую ручку. Две декоративные накладки для велосипеда вместо тормозов. Несколько накладок на трубки в случае снятия навеса от солнца. Задняя ось крепится к раме через амортизатор. Если сложить задние колеса и снять родительскую ручку, то велосипед уменьшается в размерах. В таком виде транспортировать его значительно проще. В случае переноски коляски необходимо браться за руль и родительскую ручку. Если браться за ручки сиденья, то они могут выскочить. Не забудьте накачать колеса. Крепим багажную сумочку и на прогулку.